Всем привет, друзья! Думаю, вы слышите, птички начали петь, а значит, приходит весна. Сегодня у нас 29 марта, всех с весной. Вы скажете, с какой весной? Она уже месяц как. Но в Канаде официально весна считается с 21 марта. Из-за климата они подстроились под свой климат, что действительно вот такой вот у них еще, чтобы называть весной, это, ну, скажем так, рано, да, и поэтому они так сделали, потому что месяц назад тут вообще было минус 16, минус 17, Манитоба, Виннипег, уточню сразу, и поэтому смещена у них весна, что, по-моему, логично, и осень также у них начинается с 21 или 22 сентября официально, так что радуемся, да, птички начали петь. Но радовались мы недолго, хочу сказать, мы уже успели порадоваться, уже приходила фальшивая весна 2 или 3 недели назад, у нас было потепление, там было минус 20, минус 30, потом бах, нам 0, плюс 2, плюс 3, даже видели плюс 6, так кайфовали, а потом в один вечер все изменилось, так как прерии, и нам надуло снега, вот это вот все. О, здесь, кстати, на продажу дом от кого Кевонг продает, или Кевонг. Сейчас пройдемся еще по улочке. Вот как укатанный лед, чтобы вы понимали, почем мы ходим. Из того, что нравится, что не так уж и плохо, а здорово, что этот район, он застраивался не как от какого-то застройщика или города, а люди сами выкупали здесь в свое время участки и строили свои дома. И вот, то есть вы видите, что они все разнообразные. Ты идешь, и глазу не за что там, есть за что зацепиться, нету такой скучности, монотонности, что глаза в пол, то есть ничего наверняка не видишь. А здесь же такая вся архитектура разная, и поэтому чуть-чуть интересно гулять. Вон, посмотрите, какой домик здесь. С круглыми окнами, там даже камин круглый, и вход он тоже круглый. Интересно, так сделали. Вот здесь одноэтажный, там трехэтажный и тому подобное. Вот такая вариация. Интересно смотрится, когда гуляешь по улицам. Оп, надо перейти вот это вот. Все, кстати, вот ямы тоже начала выбивать улицы, на дорогу еще хуже. В лужи лучше не заезжать, никогда не знаете, на какой стороне планеты окажетесь, с другой стороны ямы. Вот, чтобы не спугнуть, только что шел. Вот и друзья подошли. Приветик. Идите дальше. Гуляют. Тоже травку ищут, присыпала в траву снегом. До этого они хоть могли найти, поесть. Сейчас приходится искать. Так, один. И второй. Переплывать нужно по кругу. Вот, один еще здесь спрятался. Здесь тоже гольф-поле, и они любят по гольф-полям и по паркам ходить. Переходит дорожка. Сейчас. Он, наверное, испугается, потому что здесь песики идут. О, их тут тоже 2 в паре. 3. Hello. Hi. Так, внимательно посмотрел на собачек. На меня? Ладно, я прохожу, можешь идти. Вообще вот видно, что это человек. У него большой задний двор, и он кусты не вырубал. И оставил такой заросшую рощу. И вот я знаю, что они любят ходить по таким задним дворам. Если они еще к речке выходят, сразу в задний двор, то олени по речке, по льду ходят, они как их дорогу используют, и потом выходят где-то в середине города, как раз с чего-то двора. Вот здесь у нас гольф-поле, не знаю, видно, не видно вам. Вон 3 оленя бежит.
О, как скачет белохвостый. Такие вот панельки наклепанные. Тоже навевает немного так атмосферы дома. О, на велосипеде кто-то едет. Хотя сегодня не так уж холодно. Минус 3. Не, минус 4. Ну, на солнце минус 3. Так и есть. А вот здесь на пикапе заднее это окно заделано решеточкой, такое похоже на Тихоленя, что мы только что видели. Вот тоже для кого выходной, а кто-то по дому работает. Вон пилит доски, наверное, забор, либо крышу. Не, крыша уже с этого профнастила. Так что, наверное, будет забор или лестницу чинить, латать на выходных. Сегодня так-то еще воскресенье, церковный день. Много кто сейчас так тихо, машины сильно не ездят. Они все сейчас запаркованы в церковь, уже 11, да, 11. Ну, скоро будут все разъезжаться, и тут улицы зальются просто автомобилями. Школа здесь у нас, поле для бейсбола. Вот такие, ух ты, смотрите, какая тачка. Интересно, что это, понтяк какой-то, накрытый, стекла разбитые. Ну, колеса задние шикарные. Мощно. Такие вот улицы, это проулки я их называю, для выезда с гаражей. То есть одна сторона парадная, а это для заднего двора. Типа здесь гаражи у людей, с огорода выйти из поя. Да, огороды здесь тоже выращивают, садят. Вот. Цветочки садит, горшочки выбирает. В общем, да, подготавливается, так сказать, к весне, к рассаде, к огородам. Скоро половина тротуара будет затоплена. Я уже делал 2 недели назад, когда все начинало таять, что здесь не пройти. Проехать-то можно на машине. Правда, нужно очень медленно ехать, чтобы не забрызгать людей, которые стараются пройти. Но могу еще сказать, что ливневки работают. Им просто нужно размерзнуться. Они тоже замерзают, и вода туда не уходит. Но потом, когда размерзаются, вода уходит. Правда, не всегда и не везде. Так, ну, давайте здесь перейдем налево. Не знаю, что налево потянуло. Вот даже, что не будешь говорить все плохое, даже на таких обычных улицах непримечательных ставят для слепых вот эти вот поребрики с этими шершавостью, не шершавостью, выпуклостями, точками, чтобы они понимали, что перекресток, там спуск. И тоже под наклоном делают, чтобы можно было на коляске заехать. Видите, есть и плюсы. Правда, вот здесь дорожку почистили. Ну да, не буду говорить, что не почистили. Почистили, молодцы. Хотел сказать, не везде дорожки чистят, но коль я хожу и показываю, вот оно соответствует, почистили. Так что можно даже и коляску прокатить. А вот здесь последствия чистки дорог.
все проржавело насквозь. Боюсь, моей машины тоже, ну я ее прикатывал с Британской Колумбии, там нет снегов таких на дорогах в Ванкувере, и поэтому там соль не сыпят. И она в плюс-минус хорошем состоянии кузов, мне кажется, ее на лет 10 еще хватит. Ну, я боюсь, с такими активными химикатами, которые здесь сыпят, то может меньше. Но так-то так-то. Насколько хватит, настолько хватит. Вот еще. Вот, видите, декорацию еще никто не убрал с Рождества, елочку. Вот здесь хорошо, ветер не дует, так машины не ездят, тихо, спокойно. Вон люди вышли на солнце погреться. Вон там кто-то заселяется или выселяется. Ай! Там кто-то заселяется или выселяется. Мебель заносят. U-Haul — это машины на аренду для грузоперевозок. $20 в час и плюс там 65 центов за каждый километр. Вот можете арендовать машину за $22 за час и уже сами перевозить, экономить на перевозке мебели средства. Также можно переезжать с города в город и просто оставлять их на парковках этих U-Haul. То есть, если переезжаете там на 1000, на 2000 километров, взяли, загрузились, проехали, выгрузились где надо. Вот тоже не все так плохо. Тут также меня радует, что здесь по-человечески еще просто вот нету таких затягов, как в Германии где-то, что нужно именно переходить на пешеходку, везде камеры за тобой следят. Здесь вот захотел посреди улицы, перешел посреди улицы. Здесь еще чувствуется такой чуть посвободнее. Еще не дожали до гайки с контролем. Вон там у нас уже даунтаун, может вам видно. За деревом. За столбом. Вот. Одна из центральных улиц нашего района. Здесь кирпичные здания, что радует. Не везде здесь увидишь кирпич, в основном все делают из дерева. Здесь такие ломбардики, старые магазинчики. Там, вон, если вам видно, каннабис. Такой здоровый супермаркет, так сказать. Прямо. Вот это шумно. Буду говорить погромче. Вот это часть пожарная, которую часть сделали музеем. Тут сбоку старое здание, которое раньше был мясной лавкой. Не знаю, что там сейчас. Ну, судя по надписям, так и осталось мясо. Вот этого я сам не видел. Японская выпечка, оказывается, у нас открылась. Надо будет как-то зайти. Видите, неплохо, что решил пройтись. Вот за 4,5-5 месяцев я здесь не ходил. Открылось какое-то новое заведение. Можно будет зайти булочку купить. Вот. Плюсы, что-то открывается. Я думал, Виннипег, тут все закрывается, бизнес падает, загнетает. А нет, старается держаться на плаву. Здорово же. Было бы криминалитета поменьше, было бы еще лучше. Но такая Канада. Хотя, в принципе, в наших реалиях криминалитет у нас в последние времена тоже, знаете, не подарок. Как посмотришь новости, что там, вот, скажем прямо, вот малолетки, да, что они творят, там, убивают людей просто там заради забавы, заради видео издеваются. Вот такое. Здесь-то, хотел сказать, могут ограбить ради денег, но не всегда. Здесь могут просто убить. Просто так. Попался под горячую руку. Все-таки еще скажу, что
передается это настроение, оно очень зависит от все-таки не сезона, от региона, где ты живешь, от погоды. И когда все оно такое серенькое и уныленькое, и ты такой же, скажем так. Когда все солнечное, такое аж радует, ну, скажем так, и люди такие же, как мне кажется. Вот интересное здание, типа ломбарда какого-то. Ну, старенькие дома, такие деревянными, может быть, уже под 100 лет и стоят. Вот тоже интересно, мне нравится, как, знаете, у какой-то лавки такой торговой продуктовой, вот эти пластиковые навесы такие сделали. Так, вот здесь я сверну налево. Хочется пройтись более по спокойным местам, чем шумные улицы. Вот здесь так тихо, спокойно. А когда чистили улицу, расчищали, скорее всего, вот стояла эта машина на дороге, так и осталось стоять. Занизили так сильно и обледенили колеса чуть-чуть, так сказать, в снегу. Ну, растает, выйдет. В общем, что я хотел сказать, забыл. Так, ну да, хотел сказать, доллар подешевел, снова канадский в соотношении к американскому, так как мировая торговля завязана на американском долларе, а ситуация не очень хорошая. Ух ты, сейчас покажу вам такой домик, даже перейдем дорогу, где так по снегу, хрусь, как он хрустит. Смотрите, не зря сюда свернул. Так, декорации. Надо было здесь на Рождество пройти. Щелкунчик, снеговички всякие и куча всяких гирлянд. Снупи. О, боберчик. Мишки. Да, кто-то прям фанат Рождества. Вот и здесь у соседа тоже еще лось, снеговик, эти леденцы. Так что, такой ряд, хотел уже обращаться, такой ряд с гидрантов. Один, там второй, там третий. И такие флажки тын-тын-тын торчат. Я уже говорил, что это, что когда заметает сугроб снега, и здесь какой-то тракторчик едет, это все чистит, чтобы он гидрант не въехал. И плюс пожарникам, чтобы найти, где гидрант. Тоже проржавел как. Ну что ж, всем пока, друзья. Да, сейчас поберу, вспомнил, что у меня очки на лбу. Так как снег отражает, и вот это частое дело, что все здесь будут ходить вот так вот в очках зимой, чтоб не слепило. Адиос, амигос.